Привет, дорогие друзья! Вы на канале Вектор, с вами Владимир, и сегодня на обзоре у нас очередное издевательство АвтоВАЗа над людьми, над потребителем. Они просто в очередной раз решили поиздеваться. Расскажу вам всю правду, что вас ждет, если вы соберетесь купить себе такой автомобиль, либо БУ, либо новый автомобиль, без разницы. Проблемы одни и те же, они у всех. Это у нас Lada Vesta SV Cross. Кучу длинное название, зачем оно сделано, мне непонятно. Им надо было еще по-китайски добавить Pro Max какой-нибудь. Друзья, давайте пройдемся по внешке. Это у нас универсал. Вроде должен быть практичным, там, я не знаю, универсальным, но, увы и ах, это мы сейчас разберем. Смотрите. Сразу, вот просто по кузову, да, вот этот фирменный X, он уже везде, уже очень много лет, это Lada Vesta, это Lada X-Ray и все подобное, да, то есть вот этот X-образный чехол они натянули. Дальше, смотрите, лючок бензобака огромный, как бы обычная бензиновая машина, да, то есть здесь особо выбора по моторам нету. По дверям, сразу пока я здесь, давайте я вам покажу, вот... Фирменные резинки АвтоВАЗа. Вот эти резинки, смотрите, они просто... здесь еще машина свежая, очень маленький пробег, а со временем они будут вылазить, то есть их будет зажимать, да, и у многих это происходит. Это норма. Смотрите, вот я сейчас стою под углом, смотрю на переднее крыло, смотрите, оно выступает. Его можно не только тактильно, да, то есть понять, что здесь что-то кривое, да, то есть здесь зазоры не совпадают, они, во-первых, гуляющие зазоры, плюс детали выступают, понимаете? Такого не должно быть на автомобиле. Сразу забегая наперед, скажу, сейчас в наших реалиях в 2024 году новый такой автомобиль будет стоить порядка 2200. Это не маленькие деньги, это не 200 тысяч рублей, это 2 миллиона 200 тысяч, ну, примерно плюс-минус, там, зависит от комплектации. И экземпляр БУ, да, то есть у нас конкретно 21 года автомобиль дорестайловый, потому что сейчас в 2024 году уже рестайлы, китайские рестайлы, опять же, забегая наперед скажу. Вот такой экземпляр сейчас стоит порядка 1 600 000, это тоже, это очень дорого. И погнали посмотрим на оптику данного экземпляра, да, то есть проблемы этого автомобиля будут продолжаться, мы будем ходить с вами по кругу и обсуждать только проблемы, потому что плюсов я здесь еще пока не увидел и не нашел. Смотрите, оптика, здесь автомобиль уже доработанный. Покупая такой экземпляр новый, у вас будет обычная галогеновая оптика, никаких линз, ничего у вас не будет, да, то есть, но в дорестайловых моделях. Будем разговаривать, давайте, за конкретно до рестайл. Оптика, галоген, ни линз, ничего. Здесь уже доработали. Здесь установили диодные линзы, свет стал хорошим. В туманке доустанавливаются диоды и свет улучшается. Диодные лампочки, диодные линзы, сейчас все в доступе и не так дорого стоит, все это доустанавливается. Но сразу, для меня напрягает, знаете, какой факт. Вы купили автомобиль и вам нужно его доработать. Его нужно доделать, его нужно доукомплектовать. Вы не можете просто купить новый автомобиль, сесть и поехать. То есть вам в любом случае нужно для начала купить и отогнать автомобиль в автосервис, чтобы вам его доделали и только потом вы поедете. Погнали. Друзья, давайте разберемся с техничкой. Изменилось ли вообще что-то на АвтоВАЗе? Просто уже очень много лет они на самом деле ничего не меняют. Аморики. Классная вещь, но это не АвтоВАЗ, это доработка собственника. В этом автомобиле доработок от собственника очень много, да, я уже сказал про переднюю оптику. Так же, как вот эти аморики, это все доработки.
Дорогие друзья, вот сердце данного экземпляра, да, то есть продолжаем терпеть издевательства АвтоВАЗа. Здесь конкретно в этом автомобиле у нас установлен двигатель 1.6 113 лошадей и 152 крутящего. Не самые выдающиеся показатели. С учетом того, что этот двигатель работает в паре с вариатором, конкретно здесь, это совсем ужасный баланс, да, то есть он отсутствует. Мотор сам по себе слабый, коробка сама по себе слабая, да, то есть не любит нагрузок, и в итоге получилось, ну, просто средство передвижения, которое хоть как-то может ехать. Но АвтоВАЗ решил сломать еще и логику. Вот, друзья, смотрите, у них бывает два двигателя, да, так конкретно на Ладе Весте, там без разницы, SV Cross, там, или сейчас, как, наверное, китайские названия пойдут Pro Max, да, там и всякая подобная ерунда. Есть двигатель 1.8. Он работает в паре с роботом. Ну и у всех двигателей есть возможность приобрести на механической коробке. Это самый надежный и самый беспроигрышный вариант. Купить на мешалке и обламываться в пробках, там, пользоваться третьей педалью и дергать рычаг. Но, смотрите, вот просто я логически всегда понимал и понимаю, да, что, ну, на нормальных автомобилях, на нормальных брендовых автомобилях, то есть, ну, чем больше объем двигателя, тем он мощнее, да. А если еще в совокупе установлена роботизированная коробка, это менее надежно, чем классический автомат, да, но роботы ставят обычно на спортивные автомобили. Они работают корректнее, их настраивать проще, да, то есть, чтобы для быстрого переключения, то есть, ну, именно для динамики разгона, да, это делается. В АвтоВАЗе тоже сделали робот с 1.8 двигателем, но вот этот экземпляр 1.6 с вариатором, заявленная заводом динамика разгона 12.2. 1.8 на роботе, хотелось бы, чтобы она ехала быстрее, но, увы, она едет 13.3, заявленная заводом. Как? Как вы это сделали? Зачем вы издеваетесь над людьми? Зачем вы прикалываетесь над людьми? Двигатель, вот этот 1.6, у него нету масложора. У 1.8 есть масложор. Собственник конкретного автомобиля, который нам предоставил автомобиль сегодня на обзор, у него был экземпляр 1.8 на роботе. Год. Он избавился от этого автомобиля. Почему? Потому что реально масложор присутствует. На его конкретном примере он не динамично ездит, просто обычная спокойная езда на том автомобиле и на этом автомобиле. Очень спокойная езда, исключительно прям пенсионерам, никакой динамики. Но на 10 тысяч пробега, да, у него на том автомобиле было от замены до замены масла, расход был 3 литра масла. Это очень много. Хотя он с этим смирился, ну, расходует, то есть, ну, как бы подливает. Новая машина. То есть тот автомобиль у него был 2018 года. Новый автомобиль расходует масло. АвтоВАЗ в очередной раз начинает прикалываться, когда я читаю новости, да, то есть АвтоВАЗ увеличил интервалы обслуживания до 15 тысяч километров, да, сделав это, что у конкурентов, у китайских конкурентов, потому что АвтоВАЗ в конкуренты записал только китайские автомобили, такие как там Chery, Geely и подобный хлам вообще просто, тоже не автомобили. Вот, у них типа 10 тысяч пробега, и вот мы на Ладе Весте межсервисный интервал сделали 15 тысяч. Слушайте, вот при масложоре на 1.8 двигателе он до первого ТО не доездит, там всего 4 литра масла. Он не доедет, оно кончится. Понимаете, за 15 тысяч эти 4 литра она сожрет. И машина приедет уже не на ТО, а на капиталку по гарантии. И то вы начнете потом, там, я не знаю, дилеры издеваться над людьми, давайте экспертизу, да вы там, я не знаю, сами не следили, да там масло некачественное и все в этом духе. Так ведь будет. В продолжение, что здесь у нас под капотом в любом случае зло, да, то есть, ну, там, либо менее мощное, либо более мощное, это будет зло. Какой момент? На роботах, что такое робот? Да? То есть это механическая коробка с электронным блоком переключения передач. То есть это просто она делает за счет блока, переключает передачи в механической коробке. Сцепление вот у собственника на предыдущем автомобиле, который был на 1.8 двигателе и с роботом, сцепление умерло на пробеге в 25 тысяч. Ему это поменяли, конечно, по гарантии, то есть, ну, он заехал, сцепление, но это вообще слишком рано заезжать на сервис, понимаете, в 25 тысяч. Это очень рано.
Поэтому здесь в любом случае зло. И единственный, знаете, такой момент интересный. Я заезжал несколько лет назад к дилерам. И тоже мне когда рассказали вот эту конфигурацию, то есть вы знаете, что я вообще не воспринимаю вариаторную коробку, я не очень хорошо отношусь к роботизированной коробке, но у них был классический автомат, четырехступенчатый, старый, японский, надежный, на Ладе Гранте. И я им задал вопрос, но у Лады Гранта был двигатель 1.6, который стоял еще на Жигулях на 8. Вот. И я сказал, а почему нельзя, то есть хотя бы взять вот этот 1.6, который 113 лошадей, сюда поставить классическую четырехступенчатую автоматическую коробку, просто сделать более-менее адекватный конфигуратор. АвтоВАЗ этого не делает. То есть в любом случае вы купите зло. То есть, которая будет из вас вытаскивать деньги, которая будет над вами издеваться, да, потому что динамики нет. То есть, если нету динамики у автомобиля, он небезопасный. Понимаете? Вот, ну, просто разогнаться на трассе, обогнать кого-то там на скорости 100 и плюс, это невозможно сделать. Дорогие друзья, смотрите, заметил очень интересный факт, да, то есть вот труба воздухозаборника, она здесь низом уходит сюда за решетку и находится очень низко. Почему я обращаю на это внимание? Да, я уже неоднократно говорил, что у нас в городах, во многих, да, ливневки не справляются. И там по весне, либо там летом, когда дожди, ливни или еще что-то происходит, да, у нас затапливает улица. Соответственно, чем выше находится воздухозаборник, тем меньше шансов получить гидроудар. Вот в 2023 году были такие моменты, и у нас на сервисе Лады Весты прям стояли поголовно. Весты и там еще модели Лады, да, то есть потому что у них находится он очень низко, это непрактично, то есть либо как-то сами уже поднимаете, да, я думаю, что можно обыграться, я бы вот сюда вот за аккумулятор это поставил повыше, здесь вот соединение убрал и просто его поднял, вот, но опять же возвращаемся к тому, что АвтоВАЗ издевается, считает людей терпилами и сами еще вложат денег и доработают этот автомобиль. То есть их цель просто заработать на куче металлолома. Все. Вот еще один интересный момент. Как же залить сюда омывающую жидкость лобового стекла? Вот крышка, она у нас поднялась сюда. А отсюда невозможно, да, здесь доустановили для удобства аморики. Как мы это не сделаем? Но если даже аморики не доустанавливать, а мучиться кочерга находится все равно с этой стороны. Она все равно будет здесь, из-за удобства ничего не изменится. Отсюда заливать тоже неудобно. То есть, ну, опять же, в очередной раз разработчики, инженеры, да, то есть все, кто принимает участие в разработке и выпуске данного автомобиля, они не думают о людях, а если и думают, то только исключительно как о терпилах. Они вытерпят, они купят, они будут этим пользоваться, и, в принципе, производителя это не интересует, как они это будут делать. Дорогие друзья, смотрите, хотел бы обратить внимание на подвеску, да, то есть это у нас, в принципе, легковой универсал, но с увеличенным дорожным просветом. Дорожный просвет 203 миллиметра, это очень хорошие показатели, да, то есть, ну, просто вам приведу в пример, в сравнение, там, Kia Sportage, да, там, 180 миллиметров, там, Sorento, да, там тоже 185 миллиметров, здесь 203, то есть, как бы клиренс должен быть выше, чем у кроссовера. Но Lada Vesta в комплектации вот SV Cross, да, то есть она не бывает полноприводной, исключительно передний привод, да, то есть все, она моноприводная и никак по-другому не будет. С учетом этого всего выступает бампер. Свес, я считаю, что очень большой, поэтому, наверное, нету этой кроссоверности, да, то есть внешней. Сразу проблема по подвеске. То есть вы купили новый автомобиль, либо БУ, который недоработанный, да, то есть вот этот экземпляр уже доработали подвеску. Во-первых, она очень жесткая с завода, и она гремит. Вы выйдете из автосалона, проедете по кочке, и она будет греметь. Она исправна, она будет отрабатывать там амортизаторы. И вот собственник, у него уже второй такой автомобиль, да, он прям уже на автомате, он уже знает, все, едем, покупаем в круг 4 новых амортизатора. Нужны аморики новые, да, там более качественные, все, будет счастье. Еще одна проблема, которую пишут в интернете, это вот эти большие диски, да, то есть и получается уже все равно низкопрофильная резина.
По кочкам где-то, то есть, ну, по ямам заводская подвеска, она не отрабатывает, и получается очень сильные удары происходят именно прям в колесо, в покрышку, да, то есть сразу кривые диски, да, убитые покрышки. При замене амориков на более качественные, эта проблема уходит. То есть вот сейчас собственник на этой машине прям, ну, реально там где-то по неровностям, но в России у нас кочки везде и постоянно, да, то есть он так, она отрабатывает, а колеса она ему бережет. Здесь проблемы не заканчиваются, да, то есть это реально, это автомобиль проблема. Следующая проблема — это тормоза. Опять же, сновья, без разницы, это БУ автомобиль вы купите, либо новый из салона выйдете, будет проблема. Передние колодки съедают диски за первые 20 тысяч. То есть, ну, при замене колодок вы поменяете диски, они прям на выброс. Следующая проблема, опять сразу же, на задних тормозах. Здесь сзади установлены дисковые тормоза. Вроде хорошо, все супер. Но колодки с завода идут очень скрипучие. То есть, но скрипят они именно на задней передаче. Сновья сразу выкидываем задние колодки. Ставим там другого производителя, будет у вас счастье. И, соответственно, чтобы сберечь еще и тормозные диски, и, ну, меняем передние. То есть это лучше сделать сразу сновья. Следующая проблема — это выхлопная система. То есть, ну, просто на минимальных пробегах, то есть реальные случаи, я их видел и знаю, то есть на пробеге в 50-60 тысяч прогорает гофра выхлопа. Как? Из чего они это делают, я не знаю. С какими поставщиками вообще работает АвтоВАЗ, да, то есть, ну, что везут на завод, да, как вообще выпускают эти автомобили с завода просто, то есть, ну, их реально вообще не тестируют. Потому что все эти проблемы максимально сновья. Ну, вот даже сейчас, смотрите, здесь вот опять гуляющий зазор. Вот, ну, просто я вот стою, он реально гуляет. Вот это крыло тоже, смотрите, выступает и лезет на стойку. Смотрите, здесь зазор разный. Ужасно. Слушайте, качество сборки просто это дно вообще какое-то. Я не воспринимаю китайские автомобили, но они прям, ну, на уровне. Друзья, вот смотрите, полностью прошли, посмотрели кузов, да, вот в каком состоянии. Автомобиль был куплен новым, без ДТП, вот, ну, все хорошо, все замечательно, да. И давайте вот все-таки сделаем вывод. Установленные детали криво, факт, да, то есть как бы везде зазоры, везде наслоение деталей, прям, ну, полностью много, да, то есть двери, капоты, ну, много моментов. А следующий момент, лак-красочное покрытие слабое. Толщина, как бы, ну, знаете, в цифрах приближена к европейским, но это не значит, что это качественно покрашено, да, это не спасет вас от ржавчины и гнили, потому что изнутри качество металла плохое. В России, я говорю, у нас такая классная страна, у нас такие ресурсы, но металл у нас почему-то на отечественный автопром говно. Вот, ну, просто, да, давайте выражаться прямо. И эта машина, она сгниет. Не так быстро, как китайский ширпотреб, но она тоже сгниет, понимаете? Если ее не обрабатывать, да, там антикоррозийные обработки не делать и все остальное, опять же какие-то допы, да, то есть мы сновья купили и начинаем заниматься допами. Дорогие друзья, смотрите, у нас автомобиль в кузове универсал. Универсал — это всегда, ну, реально что-то практичное, очень большое и очень объемное, но не в этом случае. Багажник. Кнопочка есть, открывается, да, электропривода у нас, конечно же, нет, но я слышал, что в каких-то супер, прям супер, видимо, Pro Max комплектациях есть возможность установить электропривод крышки багажника. Вживую не видел ни разу, вот сам лично, прям, ну, я про это только слышал. Смотрите, вот он багажник, да, вот вроде универсал, из плюсов только вот этот проем, да, и то он на самом деле не настолько большой, почему? Потому что, смотрите, он здесь поднимается, и здесь он скошен, а скошен он очень сильно. Из-за этого мы получаем небольшой объем на самом деле, 480 литров, ну, минимальный объем багажника. Это очень мало. Почему мало? Просто приведу на примерах. На обычных седанах, да, таких как, там, я не знаю, Hyundai Solaris седан, да, там около 500 литров. BMW семерка, которая бизнес-седан и автомобиль, на котором, ну, багажник, в принципе, не делают акцент, да, чтобы он там был большим, объемным, там тоже 500 литров. Здесь 480 в минималке. Можно сложить второй ряд сидений, да, убрать вот эту шторочку, да, то есть здесь вот есть такая шторочка, мы получим там 825 литров, да, и как бы, если совсем все сложим, ну, там будет больше куба. Это мало. То есть для универсала, внешне он кажется большим универсалом, практичным,
Но, увы, багажник очень маленький. Давайте дальше по багажнику. Смотрите, здесь еще скрыто органайзер. Спасибо АвтоВАЗу, нормальный пол. Да, то есть, ну, акцент делаю на Китай, у которых просто картонки лежат, да, то есть, ну, в большинстве случаев здесь прям, ну, нормальный пол. Здесь органайзер. Дальше тоже там поднимай. Нет, он... Так, стоп, П. Это делаем вот так. Здесь отдельный органайзер, отдельная крышка, то есть, ну, не в совокупе они поднимаются, то есть там отдельно, здесь отдельно. Все. Алгоритм мне понятен. Но, как вы уже смогли догадаться, наверное, когда мы рассказывали про подкапотное пространство, да, то есть вы видели там форсунки для газового оборудования. Здесь установлено газовое оборудование вместо запаски. То есть в нормальных машинах вместо запаски стоят сабвуферы. Здесь стоит газовое оборудование. Я просто не буду забираться, потому что здесь мне нужно вот этот органайзер поднять. Здесь будет еще один пол. То есть, ну, легких путей в России не ищут в принципе, да, то есть геморрой должен быть постоянный. Вот. И там вот есть еще ниша, да, под мелочи, и вот газовое оборудование, баллон. Друзья, смотрите, здесь есть тоже такая ниша как бы в крыле, да, за сеточкой под кучу хлама. Здесь какой-то кармашек. Пластик очень дешевый, быстро царапающийся, да, то есть прям на максимум. Непрактично, но сделали кармашки. Хорошо. Что-то закрытое, да? Тоже ниша с проводами, доступ к фонарям, к замене лампочек. Я вот добрал. Вот здесь вот пластик, кстати, острый. Но он хорошо хотя бы закрыт, да, то есть, ну, здесь постоянно туда не лазят. Смотрите, розеточка в багажнике, плюсик, молодцы. И подсветка. Подсветка, смотрите, здесь диоды доустановлены, здесь их две подсветки, да, слева и справа. То, что она здесь присутствует, это уже классно. Собственник доустановил туда диодные лампочки, вообще круто. И здесь... И они включаются при открывании крышки багажника. Давайте вот, ну, попробуем. Вот закрыли. Открыли. Они загорелись, да? Ну, как бы такая двоякая ситуация получилась. Ну, тоже неудобно постоянно багажником хлопать, да, чтобы включить свет. Блин, ну, такое могло только в АвтоВАЗе произойти. Смотрите, про закрывание багажника. Спасибо, сделали ручки, да, две. С любой стороны, люди разные, да, кто-то правша, кто-то левша, у кого-то там в какой-то руке что-то занято, в любом случае мы сможем его закрыть. И больше нечего там делать. Ну, вот эту накладочку уже собственник сам наклеил сюда, чтобы не поцарапать. Белый выкрашенный бампер. Задняя часть. Смотрите, вот внешне выглядит неплохо, да? Смотрите, для меня, опять же, я отмечу плюс. Два задних хода, здесь обычная галогеновая оптика. Очередное сотрудничество с Китаем. Туманка по центру. Выхлоп. Раздвоенная насадка. Вот, ну, насадка, да, и она раздвоена. Выглядит эстетично. Нормально. Дорогие друзья, попадаем в салон данного автомобиля. Смотрите, скажу сразу, что здесь сиденья полностью поменены, и передние, и второй ряд сидений. Сразу про проблему второго ряда сидений. Он скрипит, да, это всем известно, и даже дилерам. Плюс, который я обращаю внимание, расположение ремня безопасности на втором ряду сидений для пассажиров, да, то есть, ну, чаще всего здесь катаются дети, и чем ниже он находится, тем это лучше, комфортнее и безопаснее для детей. Здесь они это сделали, продумали, молодцы, убрали в полку. Насколько это практично, ну, надежно, в плане она выдержит, я думаю, что должна. Дальше давайте попробуем сложить второй ряд сидений. Отсюда тоже хотел бы вам показать. Практически ровный пол с небольшим подъемом, да, потому что, ну, складывать, то есть приходится из салона, из багажника это сделать невозможно. Опять же, да, то есть ремень вот он идет, все, то есть его не зажало, как в китайском автохламе, да, то есть даже в АвтоВАЗе немного, но подумали о безопасности. Они забыли сюда нормальный двигатель с коробкой поставить, но ремень поставили как надо. Оп.
Смотрите, при посадке я не испытал какого-то дискомфорта, да, то есть, что я там что-то задел. Клиренс здесь повыше, но он не кроссоверный. Вот они заявляют 203 миллиметра. Я, если честно, немного с этим, наверное, все-таки не соглашусь. Это просто какое-то заявление, потому что посадка здесь, она легковая. Дверь открывается не на 90 градусов, но я ее не задел, то есть проема хватило для моего телосложения, для моего роста. Но для моего роста не хватает места над головой. Крыша сзади сильно закошена, то есть, знаете, как лифтбеки, хэтчбеки, да, то есть автомобили, купе автомобили. То есть зачем вы так скосили? Это семейный, практичный автомобиль позиционировался изначально, то есть с большим дорожным просветом. Но, увы, в очередной раз я убеждаюсь, что вас в АвтоВАЗе на втором ряду я смогу разбить голову слева об крышу, да, и стойку. Слушайте, ну это ужасно, реально. Сидеть неудобно, даже с учетом того, что здесь, я говорю, сиденья поменяли и считали их более комфортные, это неудобно. То есть я бы не хотел здесь ехать на расстояние больше, чем, ну, вот по городу там, ну, передвигаться там 30-40 минут. Ну, мне потому что неудобно. Спинка вертикальная максимально. Нет. Подлокотник есть. Подстаканники есть. Смотрите, здесь есть подогрев сидений, да, второго ряда, и есть USB зарядка. Друзья, смотрите, обратил внимание, вот ручки, да, открывание дверей. Вот они болтаются, да, по-автовазовски, это нормально. Но тактильно, когда ты их открываешь, они такие, знаете, какие-то налитые, они массивные, они тактильно приятные, намного круче, чем в бюджетных япошках. Вот сел я за руль, да, данного автомобиля. Места над головой здесь, конечно же, больше, но я бы лифтом сидений воспользовался и поднял еще чуть-чуть повыше, да, но здесь я уже головой упрусь в крышу, не так и высоко она расположена. Видите, здесь сразу, вот пока дверь, тактильно очень дешевый пластик. Здесь подобие жесткой грубой кожи, здесь подобие мягкой кожи, да, то есть все доделано. Смотрите, здесь вот тоже хотел обратить внимание, никаких режимов авто на стеклоподъемниках нет, но тактильно они неприятные. Вот эти края, они очень жесткие. И нажимая на эти кнопки, нужно приложить очень большое усилие. То есть действительно для стеклоподъемников, я такой впервые встретил на самом деле, реально они очень жесткие. Смотрите, руль. Есть диапазон регулировок. У руля, наверное, знаете, как-то более большой, нежели у сидения, да, то есть как бы эргономика вообще, прям вообще совсем ни о чем, как бы неудобно. Я очень долго пытался настроиться. Я это сделал, да, я могу доехать, но не могу сказать, что вот все, я кайфую, все классно, под меня настроено. Нет, даже с этими сиденьями, которые более комфортные, здесь типа есть боковая поддержка, но эта боковая поддержка, знаете, такое ощущение, как будто мне что-то наоборот в бока упирается. Ну, я не самый толстый, я не самый широкий, но меня они немного напрягают, поэтому менять салон особо смысла нет. То есть, что с завода некачественные, что эти некачественные. Все то же самое. Смотрите, про руль. Тактильно неприятный, да, то есть я не знаю, что это за материал, какая-то строчка достаточно грубая, да. Здесь, ну, держаться можно, но тактильно не очень приятно. Смотрите, здесь у нас комплектация, как я уже сказал, не самая бедная, да, прям действительно хорошая комплектация. Здесь у нас есть круиз-контроль, здесь у нас управление мультимедиа, да, и обогрев руля. А здесь еще есть обогрев лобового стекла, подогрев сидений, да, то есть, ну, максималка. Смотрите, а вот про лобовое стекло, как бы многие говорят, многие не понимают алгоритма работы вообще обогрева лобового стекла. Смотрите, если машину завести на автозапуске, как бы никак вы не сделаете, обогрев лобового стекла, там сиденье руля никогда не будет включаться. То есть он включится исключительно при том, что когда ключ находится в замке зажигания. Понимаете? То есть вот это вот обязательное условие, в этом случае они начинают работать. Есть моменты, которые здесь работают некорректно, это дворники. То есть здесь есть датчик света, датчик дождя. Для России это классные функции, но зря производитель вообще берет за это деньги. Потому что я сегодня даже на автомойке решил попробовать, как же он сработает, датчик дождя. Я включил в режим авто, да, дворники, и он не понимает, они работают как минутка.
То есть есть какой-то алгоритм, то есть без разницы, много воды на лобовое стекло попадает, мало воды попадает, ей наплевать, то есть она живет своей жизнью. Вот она захотела там, ну, скинуть маленько воды, она скинула, захотела, не скинула, то есть алгоритм непонятный, то есть я думаю, что его там даже никакого и нет на самом деле. То есть его просто не додумывали, не прорабатывали. Друзья, смотрите, дальше по салону, смотрите, есть подлокотник, круто, классно, не двигается, да? Есть там небольшая ниша, совсем маленькая, как бы если кто-то будет ехать близко к рулю, сами понимаете, да, все, то есть подлокотником вы пользоваться не будете. Дальше здесь, смотрите, рычаг, вот не понимаю, вот внешне он выглядит, как будто здесь механическая коробка передач, то есть такое ощущение, как будто этот рычаг идет везде, на механику, на автомат, там вот, ну, конкретно у нас здесь вариатор, на робот, все то же самое, то есть, ну, размер его будет идентичен. Дальше погнали про эргономику. Смотрите, при наличии вот этого огромного рычага, да, по центру, здесь есть два подстаканника. Как мне ими пользоваться? Подскажите, пожалуйста. Сразу отмечу, я вот сегодня покатался немного на автомобиле, да, то есть вот эта часть мешает моей коленке. Да, то есть если, ну, я сяду как бы комфортно, да, то есть, ну, просто реально в комфорте буду ехать, то есть вот эта центральная, как бы, как консоль, она мне мешает. Реально. То есть кто-то, если более широкие, более высокие, они совсем коленку себе будут отшибать постоянно. Дальше, да, то есть здесь коленка находится, здесь подстаканники. Взять стакан будет невозможно. Отсюда стакан взять тоже пассажиру будет невозможно, если здесь будет находиться его коленка. Все. Эргономика, ну, видимо, весь автопром, отечественный автопром, да, то есть он в таком виде, эргономика отсутствует. Даже климат-контроль, то есть, ну, рычаг вы сделаете чуть пониже, то есть, ну, в любом случае, чтобы воспользоваться климат-контролем, я в любом случае, ну, задеваю этот рычаг, в любом случае он мне мешает. Он мне не мешает в случае только управления магнитолой. Смотрите, дальше про качество сборки и подгонки деталей, да, смотрите. То есть здесь есть вот кнопочки, да, то есть включается диодная подсветка, то есть в салоне дальше тоже диодная подсветка. Смотрите, какого качества пластик и как это установлено, то есть это все гуляющее. Зеркало, вот, кстати, тоже хотел отметить, заднего вида, без каких-либо режимов там автозатемнения, всего остального, очень маленькое. Информации в зеркало очень мало, да, стойки в задние широкие, скос крыши, блин, обзорность ужасная вообще в автомобиле. Друзья, смотрите, и в очередной раз убеждаюсь, что автомобиль разрабатывали исключительно маркетологи, не инженеры. Вот эта стойка, она широченная. Она на самом деле сама по себе, она узкая, она не безопасная, да? Но она широченная, плюс здесь, плюс большое зеркало, знаете, какого плана? Сам кожух зеркала большой, зеркальный элемент очень маленький, очень большая слепая зона. Я сегодня покатался, специально с утра поехал через пробку, да, в пробке, то есть когда автомобили близко, не видно в правое зеркало автомобиля, да, то есть очень большая мертвая зона. Даже в богатой комплектации датчика слепых зон здесь нет. Безопасности здесь нет. В повороте задавить человека на раз-два. Друзья, хотел бы сказать про камеру заднего вида. Смотрите, вот включаем заднюю передачу, да. Камера, качество так себе, да. Днем нормально, но вечером ужасное просто качество. Смотрите, я включаю драйв, я включил переднюю передачу уже. Смотрите, она все работает, задняя камера. Ждем. Опа! Сколько нужно времени. И еще заметил тот факт, что при включенной музыке, когда включаете заднюю передачу, включается камера заднего вида, музыку вырубает полностью. То есть, если на нормальных машинах там музыку приглушает, да, чтобы было слышно парктроники, да, либо если вы разговариваете по телефону, там, по громкой связи, по Bluetooth, как бы вы могли продолжать разговор, то здесь она просто тупо вырубит все звуки. Блин, вообще, как бы, разработчики отсутствовали. Они были в отпуске, видимо, когда запускали эту машину. По поводу динамики, смотрите, я уже вообще в целом, в общем, сказал, да, то есть 1.6 мотор на вариаторе, он вообще никуда не едет.
собственник данного автомобиля, знаете, приспособился на трассе, обыгрывает эту ситуацию, включая механический режим. Да, то есть вариатор, он же все равно считается бесступенчатая коробка, да, но есть имитация передач, поэтому собственник как бы говорит, ну на трассе, то есть приходится там скидывать до третьей передачи, и в этом случае она хоть как-то уже пытается обогнать. А у него был автомобиль с двигателем 1.8 на роботе, схема та же самая. То есть в России они, знаете, устанавливая эти коробки, которые вроде как бы для комфорта, они их не дорабатывают, они их не допиливают, они их не настраивают как нужно. Лежачие полицейские, вот здесь мелкие сейчас были, она проезжает очень жестко, она прям, ну, подпрыгивает, хотя, я говорю, здесь подвеска уже доделанная. Смотрите, вот я нашел бетонку, да, машина зашумована полностью. Вот прям вот все, что можно было зашумовать, сделано антискрип. А в этом случае уже лучше. Вот я еду по бетонке, подвеска здесь поменена, но тем не менее она все равно пробивает. Реально бетонку она, конечно, не держит. То есть она тык-тык-тык-тык вроде отрабатывает, но все равно это шумно при наличии полной, хорошей, качественной шумоизоляции. Ужасно. Здесь есть еще минус, как бы, наверное, все-таки как не шумуйте, да, и она, качество металла ужасное, да, металл сам по себе тонкий, и невозможно, наверное, никаким слоем шумоизоляции обыграть этот момент, да, чтобы действительно в автомобиле было тихо на максимум. Друзья, в продолжение классной мультимедиа с камерой заднего вида хотел бы сказать следующее. Качество музыки ужасное, даже при наличии того, что здесь зашумованные двери, да, все полностью зашумовано. Качество вообще, в принципе, музыки, звучания должно улучшиться. Но оно здесь улучшилось не сильно. Во-первых, она не громкая, во-вторых, она не качественная, эта музыка. В автомобилях, которые вообще, в принципе, новые, просто с салона выезжают, я не знаю вообще, как там можно просто музыку слушать. То есть она должна быть включена очень тихо, исключительно для фона. Не более того, потому что качество звучания очень плохое, да, я бы, наверное, даже сказал ужасное, и хуже звучания я не встречал. То есть здесь в любом случае нужно опять, возвращаемся к вопросу, доделать. Друзья, смотрите, я вот заглушил автомобиль, да, и возвращаясь к вопросам безопасности, да, я хотел бы сказать следующее. Только в России отечественный автопром можно, не нажимая ни на какую педаль, да, то есть если автоматическая коробка, то удерживать тормоз надо, да, в нормальных автомобилях. Если механическая, то это нужно делать со сцеплением. В России, вот, у меня все педали, вот они свободные, просто берем, заводим, все. Зачем заморачиваться, какие-то блоки дополнительные ставить, чтобы автомобиль хоть о чем-то думал? Это здесь не нужно. Здесь поворотники-то перестают работать на самом деле. Стеклоподъемники задние отказывают. А если они поставят еще какие-то дополнительные блоки, которые будут касаться безопасности, мне кажется, наоборот, это станет опасностью. Друзья, хотел бы поговорить про конкурентов. Смотрите, вот прям АвтоВАЗ, завод, заявляет конкурентов только китайцев. Да, это там Geely, Chery, там, ну и подобный хлам, даже перечислять не хочу. Я вообще, в принципе, китайские автомобили не считаю за автомобили. Поэтому и не считаю их конкурентами. Здесь я бы начал смотреть на вторичку. Вот дорожный просвет, вопрос кроссоверности какой-то, да. Знаете, за эти деньги, даже вот, ну, на вторичке, да, пусть тогда автомобили будут чуть-чуть постарее, плюс-минус там 3-4 года разница будет, да. Можно посмотреть на такие автомобили, как Hyundai AX35, Kia Sportage. Можно посмотреть на классные варианты BMW X3 дизельный, Mercedes GLK дизельный. Да, то есть багажники, объемы будут все то же самое. Просветы дорожные будут в каких-то случаях меньше, но по бездорожью они будут проезжать намного лучше и круче, потому что все те автомобили, они на полном приводе. Для тех, кто боится каких-то расходов там с немецкими автомобилями, да, они сделают акцент там на корейцах. Те, кто реально хотят получать удовольствие от управления, от вождения, и за эти деньги они посмотрят реально на нормальных немцев, да, то есть
в классных конфигурациях, да, то есть есть определенные моменты надежности, можно брать. А знаете, есть такие автомобили, пусть они будут значительно старее, да, это будут Lexus RX, почему нет? В любом случае эти автомобили будут лучше отечественного автохлама. Друзья, в завершении нашего ролика хотел сказать следующее. Вы все видели. Выводы делать вам, да, то есть либо вы покупаете, дорабатываете, вкладываете, там, ковыряетесь и пользуетесь Жигулями, да, вот что бы с ней ни сделали, вот этот экземпляр, он реально уже доработан, да, и вы это поняли, да, там сделанные тормоза, сделанная подвеска, сделанные салоны, прошитые коробки, вот, ну, на максимум. Тем не менее, она осталась Жигулями. Взяв новый такой автомобиль, вам в любом случае там 200-300 тысяч нужно будет сюда вложить, да, чтобы, ну, получить полноценный автомобиль, доделанный автомобиль. Смысл, да, за эти деньги, там, я не знаю, со вторички, там, до 2 миллионов рублей посмотреть на хорошие немецкие автомобили, есть японские автомобили, есть корейские автомобили. Если вы в них вложите 200-300 тысяч рублей, сделав просто хорошее ТО автомобилю и найдя изначально неубитый экземпляр, да, вы будете еще очень долго, много лет кайфовать просто от удовольствия, от удовольствия управления, от практичности автомобиля. Там будет наличие полного привода, вы не будете ограничены в каких-то поездках, съездах, да, то есть на природу, там еще куда-то. На трассе зимой полноприводный автомобиль в любом случае себя ведет круче. Здесь есть система стабилизации, но она не работает, понимаете? То есть в бюджет, ну, я уже говорил неоднократно, в бюджетных японцах она не работает, в бюджетных корейцах она не работает, а в Жигулях она вообще просто присутствует, эта кнопка, и загорается лампочка, да, то есть, ну, как бы включить-выключить. Все. Друзья, пишем комментарии, ставим лайки, подписываемся на канал. Я погнал за новыми тачками.